Такой быстрый и вкусный завтрак вам точно понравится. Готовится очень просто, из самых доступных продуктов, и получается очень быстро и вкусно. Нам понадобится где-то штуки 4 или 6 картофелин. Картошку натираем любым удобным способом, можно при помощи вот такой овощечистки или просто натрите картофель на крупной терке. Как вам будет быстрее и удобнее. Этот рецепт можно приготовить не только на завтрак, но также в качестве быстрого ужина. Когда вы пришли с работы и вам нужно срочно накормить семью, тоже прекрасно подойдет этот рецепт. Картошку мы натерли, теперь отправляем картофель в миску и заливаем холодной водой, так чтобы вода полностью покрыла картошку. Хорошо промываем картофель от крахмала, вымываем лишний крахмал. Смотрите, вода сразу немножко темнеет, становится более мутной. Это как раз и есть крахмал. Теперь сливаем воду с картошки, можете промыть ее еще раз, но это совершенно не обязательно. Один раз промыть картошку будет достаточно. И перекладываем картошку в миску. Берем небольшой пучок любой зелени. Это может быть петрушка, укроп или, как у меня, зеленый лук. Зелень мелко нарезаем. И отправляем в миску с картошкой. Нарежем небольшую порцию ветчины или любой колбасы. Грамм 100-150 будет достаточно. Вместо колбасы или ветчины вы также можете взять сосиски. А может быть, вы любите бекон, тогда можете вместо ветчины взять также нарезать бекон. Отправляем ветчину к картошке. И нарезаем одну паприку, один сладкий перец, я возьму даже половинку или чуть меньше. Вырезаем семена. Нарезаем сначала тоненькими полосочками. А затем вот так вот маленькими кубиками. Перец придаст и вкус, и цвет, и аромат нашему простому блюду для завтрака или ужина. Перец нарезали и отправляем также в миску с картошкой, ветчиной, зеленым луком. Теперь берем любую тарелку или мисочку и смазываем ее растительным маслом. Сейчас узнаете, для чего это нужно. 4 куриных яйца. Отделяем у яиц белки от желтков. Белки отправляем в миску с картошкой. А желтки кладем в миску, смазанную растительным маслом. Благодаря этому маленькому секрету, лайфхаку и то, что миска смазана маслом, желтки не прилипнут, а они нам понадобятся буквально через 5 минут, чуть-чуть попозже. Вот так вот 4 яйца, белки к картошке, а желтки отдельно в миску. Затянем миску сразу же пищевой пленкой или накройте обычным целлофановым пакетом и отставим в сторону, потому что желтки очень быстро заветриваются, буквально за минуту. При таком способе они останутся свеженькими. Добавляем к картошке с овощами соль по вкусу, а также любые специи. Я добавлю немного черного молотого перца, а также пару ложек муки, 2 столовых ложки для густоты смеси. Все хорошо перемешиваем до однородности. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я рада познакомиться с вами поближе. Картофельное тесто с яйцами готово, и мы сразу же ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Растительное масло любое, друзья, на ваш выбор. Выкладываем порцию теста. Получается где-то 2 столовых ложки на одну порцию. Но вы смотрите сами, такие оладушки можно делать любого размера. Хотите побольше, сделайте одну большую хоть на всю сковородку. Если хотите поменьше, то делайте поменьше. И обязательно в серединке делаем вот такое вот отверстие. Выкладываем вторую порцию.
И делаем еще одно отверстие в центре оладушки. Жарим оладьи где-то минутки по 2-3 на среднем огне. Огонь сделайте умеренный, чтобы оладушки не горели. И теперь в серединку каждой оладьи добавляем наши желтки. Вот такая вот красота получается. Немного приправьте солью, можете черным перцем посыпать сверху. И переворачиваем. Аккуратненько перевернем вторую. Так. Обжариваем еще 2-3 минуты до желаемой степени густоты яичных желтков. Если любите, чтобы желтки были полностью готовы, то этот вариант для вас. А сейчас, чуть позже, я покажу второй вариант, если вы любите, чтобы желтки оставались более жидкими. Потому что все предпочитают разную текстуру приготовления яичных желтков. Все, вот посмотрите, такая красота получается, необыкновенно ароматные, румяные, такие вот хрустящие оладушки, просто прелесть. Кладем на тарелку. Уже можно звать всю семью за стол. А я вам покажу, как приготовить оладьи картофельные с жидким яичным желтком. Точно так же выкладываем порцию теста. Сразу же в серединке делаем дырочку. И вторую порцию теста. Сюда еще поместится и третья порция, если хотите готовить сразу же на одной сковородке всю порцию для всей семьи. И делаем еще одно отверстие во второй оладушке и сразу же переворачиваем на другую сторону. Вот, все, с одной стороны оладьи уже подрумянились, и мы просто их обжариваем с двух сторон до красивого золотистого цвета, до хрустящей корочки, чтобы внутри они прожарились и картошка не была сырой. И теперь выкладываем яичные желтки, которые мы с вами заранее отложили. Все очень просто. Накрываем крышечкой и доводим до готовности буквально 1-2 минутки, чтобы желток оставался той густоты, той консистенции, которую вы любите. Выкладываем на тарелку, посыпаем зеленым луком, укропом, петрушкой, любой зеленью, которую вы любите. И по вкусу приправляем солью и черным молотым перцем. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась, друзья. Давайте попробуем. Очень быстро, очень вкусно. Рекомендую вам приготовить этот рецепт. Не забывайте подписываться на канал, делиться рецептом с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!